День 24 февраля навсегда останется в памяти каждого украинца. Наша жизнь разделилась на «до» и «после». Этот год принес много горя. Война забрала жизни наших людей. И каждая смерть – невосполнимая утрата, боль в сердце, от которой останется с нами навсегда. Но сегодня мы поговорим не только про людей, переживших этот год войны, а и про животных. Про Фельдман экопарк, про любимое место отдыха для очень многих наших земляков. Сейчас наш экопарк выглядит вот так, но его обязательно восстановят. Животные здесь, как и люди, пережили весь ужас обстрелов, пожаров, эвакуации. Сейчас питомцы из Фельдман экопарка разбросаны по разным точкам нашей страны, но зато находятся в тепле и безопасности, обеспечены уходом и всем необходимым. Раны войны не заживают, сколько бы времени ни прошло. Боль и шок остаются навсегда. Наш экопарк – яркое свидетельство откровенного варварства и дикости врага. У всех питомцев, которых не добили грады, смерчи и ураганы, не сожгли кассетные боеприпасы, не было ни единого шанса остаться живыми, если бы не мужество и самоотверженность спасателей экопарка. Вы можете себе представить комплекс 240 гектар, который находится прямо в городе. А наша беда в том, что мы там находимся, и захватчики стояли с другой стороны, с одной стороны парка, вооруженные силы Украины стояли с другой стороны. И парк находился четко между ними. От вражеских ударов в экопарке погибло очень много животных. Погибли практически все красавцы-пеликаны. Из 56 птиц удалось спасти только 3. На днях в экопарк вернулся 4-й выживший и уцелевший пеликан. Ему удалось спастись. Он прибился к людям вдалеке от дома. И люди в Лебединской громаде его приютили. Кормили, ухаживали за ним, а теперь передали птицу обратно в экопарк. Вражеские снаряды также оборвали и жизни 6 ребят из коллектива экопарка. Никогда не забудем их подвиг. Искренне разделяем боль утраты с их родными и близкими. По нас стреляют уже, да, осторожно, надо уходить. Как только мы заехали в экопарк, мы еще не успели остановить машину, начали падать мины. Нас было 13 человек, мы бегали по парку, открывали клетки, но мины все больше и больше падали, побили наши машины, мы еле-еле туда выехали. Давай, пошли машину. Машину. Да, езжай. Мы потеряли 6. Потеряли 6, которые угрожали Российской Федерации страшным оружием. Морковкой, собачьим кормом, водой, поленьями для растопки котла. Это была серьезная армия, против которой Российская Федерация выступила всей своей мощью. Они по ночам ходили там, они воровали все, что только можно украсть, они все украли. Все, что можно было украсть из экопарка, даже разрушенного, все было украдено. Чайники, ведра, все, что можно украсть, все украли. Также в экопарке уничтожено и погибло большое количество деревьев. Гордость экопарка Олива, ровесница Харькова, попала в эпицентр удара. Ребята из команды озеленителей при уборке и расчистке экопарка обнаружили признаки жизни у Оливы. Корневая система выдержала страшный удар. Ровесница Харькова потихоньку возрождается. Александр Фельдман, основатель экопарка, призвал харьковчан воздержаться этой весной от посещения Фельдман экопарк. Мы всегда были рады нашим многочисленным гостям, которые на протяжении многих лет открывали весенне-летний сезон в парке.
Но в этом году, пожалуйста, подождите. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь ваших детей. Сегодня территория экопарка нуждается в масштабных работах по разминированию. Враг беспощадно уничтожал все живое. Да, мы начали восстанавливать экопарк. Впереди много большой и сложной работы. Но главный вопрос в настоящее время – это разминирование территории. Уверен, скоро мы с удовольствием пригласим всех наших многочисленных друзей в экопарк. Более 5 миллионов человек посещали наш парк в довоенное время. После нашей победы количество наших посетителей не станет меньшим. Потому что нет ничего прекраснее детского смеха и улыбок взрослых. Нет ничего лучше родной природы и нет ничего ценнее воли к победе и возрождению. Находиться в экопарке сейчас опасно для жизни. Взрывотехники находят много неразорвавшихся снарядов и мин. Одну из них обнаружили, например, в вольере человекообразных обезьян. Так что экопарк пока объект военный и закрытый для посещения. Посмотрите, вон лежит боеприпас. Это М4. Противотанковая неконтактная мина. Что она здесь делает, большой вопрос. Вот такого в земле много. Которые в земле, которые приходится выковыривать. Ну, где-то на проход такого участка уходит в лучшем случае полдня. Еще есть кассета сверча. Тоже работать надо осторожно. Иди и знай, что там у нее на носу. Ключ от леса. Мы сюда даже не заходили. Там вообще кошмар. А сейчас мы смотрим на довоенные видео. Сложные смешанные чувства любви и грусти. Прекрасные семейные выходные на природе и с природой, под мирным небом. Все это было и обязательно будет.